сегодня у нас необычная охота. Одна часть напарников поехала на одну сторону Аграханского залива, другая часть противоположную. А я решил, в общем, сделать все хитро. Эти места, все проплывут мимо этих мест. Все абсолютно. Они едут далеко уезжают. Это сейчас как бы экспериментальный вариант. И буду сейчас нырять там, где обычно люди никогда не ныряют. Прозрак здесь так себе, рабочий. Посмотрим, может здесь затаилась рыба, так как никто, ни одна душа сюда не заходит. Если просто есть. Потому что база прям здесь, и никто, выходя с базы, сразу в воду не заходит. Они должны путешествовать. Так, посмотрим, поехали. Не люблю экспериментировать, потому что время трачу. Но иногда бывает полезным. Из лодки мне казалось, что прозрак не очень такой хороший, а на самом деле вообще выше крыши лучше не бывает. Итак, напарники на другом конце Аграханского залива, а я здесь. Мы сделали вместе съемки и будем сравнивать. Так, тут пока я еще не видел даже следа рыбы, просто ныряю. В надежде, что встречу хоть что-то. Хотя бы маленькую рыбу. Когда мы заходим в камыши и видим небольшую рыбу, мы уже радуемся. У нас появляется такое чувство, как будто... Такое ощущение, будто бы рядом есть рыба побольше. Это бывает всегда. Даже если увидим карася, мы уже радуемся. Так, в первом камыше я ничего не встретил. Пронырял чуть дальше. Зашел в следующий камыш. Тут я увидел рыбу. Наверное, вы ее на кадре не увидите. Рыба была неплохая. Я хотел ее взять. Но не хотел взять без съемки. Мне пришлось включать камеру, поэтому лишний шум, лишнее время. И рыба соскочила. И много я таких рыб упустил ради ютуба. Вот встретил неплохую такую небольшую рыбу. Конечно, не для выстрела, но уже говорит о том, что сейчас будет встречаться рыба. Вот вторая, прям в этом же камыше. Конечно, я искал амуров. Судаков на этой стороне не бывает. Почему, не знаю. Тем временем съемки напарника, друзья. Напарник наткнулся на такое место, где на Аграханском заливе на дне лежал морской песок. Никогда я такого не видел, не встречал, да и они не встречали. Посмотрите, какая красота. Морской песок на дне каких-то заливов, это всегда придает какую-то загадочность, интерес для охоты. И вот напарник натыкается на стаю рыб. Килограмм под 5 сазан. Пока я снимал других сазанов на камеру, он уже взял хорошую рыбу. Пока он выигрывает, а я пока просто ныряю. Демонстрация нашего напарника. Сазанчика своего. Да, неплохой сазан. Хороший. Но я пока еще ни одну рыбу не взял. Пронырял я уже где-то час. И все это в тех камышах, куда люди не заходят. Обычно не заходят. Встречаю таких небольших сазанчиков. Килограмм 2-3. Может, для начинающих это зачетная рыба. Начинающие, может, мечтают встретить такую рыбу, но когда вы уже берете от 5, от 7, от 10 килограмм сазанов, такая рыба уже становится неинтересна. И в этом есть большой плюс. Пусть растут, пусть размножаются. Встречаю очередную рыбу.
И она же тоже соскакивает. Сазанчик тоже небольшой, но не маленький. Такой средний. Можно было бы взять. Но я тут не собираюсь экспериментировать ради обычных рыб. Ищу достойную, хорошую рыбу. Пока напарник только так встречается с рыбами, выбирает, какой трофей стрелять, какой не стрелять, руками отталкивает рыбу. Я там все эксперименты провожу. Нафиг мне это надо было. Может, есть и свой плюс в том, что я с ним не поехал. Вы посмотрите на это зрелище. Это еще плюс то, что камера так снимает. Что я упустил? Ради чего? Вот он взял очередную рыбу, достойную рыбу. Конечно, такую рыбу тоже я бы не упустил. Если бы я такую рыбу встретил бы у себя на чакане, тоже, конечно, взял бы. Хорошая рыбка, хороший сазанчик. Тем временем я до сих пор ищу своего трофея, свою рыбу, встречаю еще одного сазанчика. Уплывает, к сожалению. Или к счастью. Я бы все равно ее не взял. Зато на моей стороне прозрак был шикарный, глубина была хорошая. Встречал таких сазанчиков. Ее можно просто поснимать. Зато у меня, видите, какой прозрак. Один кайф, одно удовольствие. Летом, конечно, можно было просто стоять, делать залежки и ждать, пока сазан на тебя выйдет. Тут зимой такая охота не прокатывает. Тут надо заходить в камыши и мучиться, чтобы поймать рыбу. Пока я здесь сказки рассказываю, мой напарник полным ходом бомбит, как только можно. В очередной раз нарвался на косяк. Да тут нельзя сказать нарвался, он один раз нарвался и весь день провел среди вот таких огромных больших рыб и просто выбирал самую большую из них. Тут, конечно, он взял своего трофея, хорошую рыбу, охотился. Он, как он рассказывает из его слов, он увидел здесь хорошую рыбу и просто ее искал. Куда-то она затарилась, и он ее просто ищет, пропуская другие зачетные рыбы. Вот у него еще хороший сазан-кабанчик сидит, но он ее не берет. Ищет ту, которую видел. И, конечно же, он ее находит. Кстати, ссылка на его канал будет в описании. Да, он уже на другие рыбы не смотрят. Вот встречает рыбы, просто пропускает. Да, камышовая охота, тем более, когда уровень воды низкий, очень противная охота. Вот та рыба, которую он видел, приближается к ней. Вот она вышла еще раз. Их даже две. Видно, что она огромная. Не взял. Идет борьба.
Вот тут напарник просит вас, подпишитесь на мой канал. Часто я вижу вот такие рыбы, вот, необычным образом лежат, и всегда стараюсь взять в руки. И постарался взять ее тоже. Никогда мне не удавалось. А вы посмотрите внимательно. Нажмите на паузу, или давайте я нажму на паузу. Напишите в комментариях, смогу ли я ее взять в руки или нет. Чудесным образом. Первый раз за всю свою жизнь смог взять сазана за хвост. Ладно, отпустим ее. Пусть ныряет дальше, размножается. А мы пойдем искать свой трофей. Вот еще одна неплохая рыба. Но, к сожалению, опять из-за съемок я упускаю ее. Я бы мог ее взять издалека, но для того, чтобы снять на камеру ее, мне нужно приблизиться так, чтобы камыши не мешали. Однажды я взял такого трофея, хорошего амура, и мне не удалось должным образом заснять, потому что был далеко и камыши мешали. И вот тут я краем глазом вижу рыбу. Поворачиваюсь. Вот мой кабанчик сидит. Наконец-то я нарвался. Наконец-то я ее нашел. И самое интересное, это уже не то место, куда люди обычно не заходят. Как раз таки то место, куда люди заходят. Посмотрите выстрел. Сейчас замедлю. Сделаю максимальное замедление так, чтобы гарпун виден был, как летает. Выстрел был четким. Вот. Конечно, сопротивлялся сильно. Всю борьбу я не буду показывать.